Ну вот, прошла неделя, и как мы и обещали, я выпускаю новый выпуск. Здравствуйте. Будет он посвящен очередному гаджету, который появился у меня и о котором я хочу вам рассказать. Но маленькая предыстория. С чем ассоциируется Китай? Раньше мы ассоциировали Китай с какими-то подделками, с какими-то непонятными гаджетами, которые очень мало работали и которые были очень плохого качества. На данный момент все это изменилось, и, конечно, подделки со стороны Китая они продолжаются, но появилось много очень интересных компаний, которые выпускают не просто годные гаджеты или годные технологии, которые, так сказать, могут заткнуть за пояс многих западных производителей, и западные производители должны у них учиться. Если раньше бы я в Китае мог заказать себе или купить шелк, что-нибудь типа зеленого чая и его разновидностей, то на данный момент я уже не боюсь заказывать что-то более технологичное. Но об этом гаджете, о котором я сейчас хочу рассказать, я его не заказывал, я его купил сам в Китае, потому что по работе находился в Китае примерно 2 недели. И давно я присматривался к этой компании и решился все же заказать его, будучи уже в Китае. Хотя было много очень сомнений. В основном сомнения все касались того, а как он будет работать, и долговечен ли он, и вообще, может, это только реклама. Как бы ни было удивительно, речь пойдет о лаптопе, о компьютере. Вы скажете, наверное, многие лаптопы делаются в Китае, такие как у меня большой лаптоп MSI, о котором я потом еще расскажу. Мне очень нравится компания, делается в Тайване. Многие лаптопы собираются в Китае. Но я говорю не о компании, которая заказала и какая-то из компаний китайских для нее собирают лаптопы. Я говорю о чисто китайской компании, которая не стесняется своего бренда, как, допустим, компания дроидов или хороших очень камер DJI. Это компания GPD. И в основном она выпускает лаптопы, которые больше похожи на игровые консоли, или выпускают игровые консоли, в которых, по моему мнению, для таких малюток находится такая мощь, что многие полноценные ноутбуки могут ей подзавидовать. Я не буду вам рассказывать о том, сколько стоил этот лаптоп мне, где и кто мне его предоставил, и я его купил сам за свои деньги. Я хочу только рассказать то, что он у меня уже почти месяц, и я могу рассказать о всех достоинствах и всех недостатках этого лаптопа. Он называется GPD WinMax 2 2005 года. О всех более мощных характеристиках этого лаптопа вы сможете, игровой консоли, вы сможете найти на веб-сайте GPD. Вкратце, он работает на самом последнем процессоре от AMD и с видеокартой тоже от AMD Radeon. И я вам продемонстрирую, что эта малютка тянет действительно все AAA игры, для чего она и предназначена, не говоря о том, что на ней можно очень хорошо и прекрасно работать. Если вы увидите, я его поднесу вам поближе, вы увидите необычный форм-фактор этого лаптопа. Заключается он в том, что сенсорная панель и вот этих два джойстика, не от джойстика полноценных, вынесены наверх, а клавиатура вынесена вниз. Если вы обратите внимание, она уже
мной сделана через лазер нанесена кириллица, для того, чтобы мне иногда что-то на нем можно было печатать. И это подразумевает то, что этот лаптоп я хочу использовать не только как девайс для игр, а также для некоторых рабочих моментов. Для работы в офисе, для проверки почты, для коммуникации, так как есть веб-камера и микрофоны и очень хороший звук. Самое основное, конечно, его предназначение — это игры. У меня есть большой лаптоп, на котором, конечно же, я бы играл и буду тоже запускать AAA игры, шутеры и так далее. Но сложилось так, что, к примеру, такие игры, как Tekken, Mortal Kombat, какие-то скроллеры, какие-то небольшие игры типа Crash Bandicoot, мне иногда нравится поиграть, или Sonic, что-нибудь именно такое. И не из-за того, что у них там убогая графика, а в Mortal последнем очень хорошая графика. Мне удобнее играть, когда есть джойстик. Шутеры типа Doom, Call of Duty, Counter-Strike я люблю играть с мышкой и клавиатурой. Гонки я также люблю играть не с клавиатурой, а больше с джойстиками. И как раз этот лаптоп для этого подходит. Ко всему прочему, я даже не могу сказать, лаптоп это или игровая консоль. Но для полноценной игровой консоли, конечно, он немножко тяжеловат. То есть он весит килограмм, так как моя бывшая Lenovo Legion консоль весила на 300 грамм меньше, ну плюс-минус. Это уже как бы полноценный лаптоп. Но в плане дисплея, который здесь стоит 2К дисплей с очень прекрасными красками, с очень прекрасным отображением и с тем, что он больше, чем он у Legion немного, форм-фактор у него интересней. Играть на нем многие игры намного лучше. Ко всему прочему, кроме джойстиков полноценных, и игры их определяют как Xbox джойстик, сзади также находятся триггеры, если вы видите. Вот один триггер, два триггера и вот еще два триггера, которые, естественно, дополняют функциональности к играм. Ко всему прочему, у этого лаптопа или игровой консоли, я просто даже не могу сказать, очень интересное количество интерфейсов. И дай бог так многим маленьким компьютерам иметь. Сбоку мы можем увидеть два полноценных USB 3. С другой стороны, мы можем найти два целых входа для слотов SD и для микро. И самое хорошее здесь заключается в том, что когда ставишь микрокарту и большую карту туда в середину, можно тут же с одной карточки переписывать на другую. Это очень порой удобно. Также, к примеру, снимая какие-то ролики или делая что-то где-то в походе, где-то в поездке, не надо брать большой лаптоп, если ты хочешь просмотреть быстро свои какие-то вот эти видеоматериалы. А можно сразу же вставить карточку и посмотреть на нем. Или если на карточке мало места, можно сразу же скопировать. А дома уже потом работать для того, чтобы обрабатывать и заниматься постобработкой. В этом этот лаптоп просто очень удобен. Что скажу из именно своих наблюдений. То, что у него подсветка клавиш, она всегда белая. И меня это не смущает. Так как у меня на игровом компьютере, допустим, MSI Titan, можно менять подсветку. Здесь она или белая,
или средней подсветки, или совершенно выключается с помощью клавиш Function и Probel. Также мои два вот этих вот джойстика можно использовать переключением вот этой клавиши как мышки использовать или как джойстик. Тоже я считаю удобным. Но некоторые вещи, которые в нем есть, ну, я их не использую, но они очень удобные тоже. Вот видите, я как бы имею большой или какой-то там лаптоп. Хочу показать всем, что я не играю игры, а я такой типа серьезный мужик. Сзади на магните, вот в таком специальном слоте находятся металлические, вот они такие, металлические вот такие пластинки, которые я прикрываю джойстики. И как во всеми любимом фильме, игровая консоль превращается игровая консоль легким движением в маленький деловой лаптоп, который будет отличаться, конечно, от всех других лаптопов тем, что вот это вот тачпад будет находиться сверху. И это для меня минус. Конечно же, так можно пользоваться и извращаться рукой сверху. Но я считаю, что это какая-то недоработка. Хотя для того, чтобы пользоваться, допустим, офисными приложениями или чем-то еще, я пользуюсь мышью. Подключил к ней мою Lenovo, не Lenovo, простите, а Logitech мышь и пользуюсь ей. И составляет это мне нормальное удовольствие. Также, если мне надо что-то действительно сделать, есть еще одна вещь на этом лаптопе, которая совершенно мне очень нравится. Это его тачскрин. То есть я двумя тапами нажимаю и открываю любые приложения и так далее. Тачскрин хороший, многопозиционный, то есть можно там масштабировать, делать все, что хочешь, и работает он, отзывается очень неплохо. Конечно, я вот этими крылышками не пользуюсь, и я скажу сразу почему. Это никто вам не показывал, я покажу, вот, может это будет видно, может нет. Я очень болезненно отношусь к любым царапинам на моих гаджетах. И вот, к примеру, на этой пластинке, если посмотреть ее ближе, вы увидите царапины. Поверьте, я не бил эту пластинку, я ее не царапал. Она поцарапалась в результате вытаскивания туда-сюда из этих специальных контейнеров. И поэтому для меня это, ну, как-то неприятно. Почему не нанесли такую же мощную краску, которую наносили на эти клавиши там, для меня остается загадка. Я вам также, конечно же, кроме внешних вещей, мне больше никаких придирок нету. И немножко позже я вам покажу, в этом поможет мне моя супруга, а я поснимаю камерой, как она играет и может играть на этом девайсе в такие игры, как Mortal Kombat, к примеру, который последним требуется достаточно мощная графика, и где мы можем играть на не ультра настройках, но на очень средних хороших настройках, и для такого экрана это вполне достаточно. Также я хочу отметить, я лично не проверял полностью батарею, играя в какие-то AAA игры. Ну, поиграть в час в тот же самый Mortal Kombat, а то и больше, вы вполне сможете. Но если это делать, конечно, в том месте, где нету розетки, и вы с собой не взяли блок питания, это будет актуально. Но если вы на перелете, на хорошем самолете, и вы хотите воспользоваться этим лаптопом, а он, я вас уверяю, очень хорошо помещается перед вами прямо вот так вот на столике, который находится
на переднем сидении, и вы можете и фильмы смотреть, и играть в игры очень удобно. Если возьмете любой другой лаптоп, вы этого сделать с большим вот таким вот удобством не сможете. Вы сможете только пользоваться нормально, если это будет у вас, к примеру, какой-нибудь гаджет типа планшета. А лаптопы уже начиная с 15 дюймов, если вы летаете не бизнес, допустим, классом, а бизнес, ну, эконом плюс классом, даже если на очень хороших авиалиниях, поставить впереди лаптоп, он будет как бы стоять слишком близко от вас. И тем более, если вы захотите поработать, не всегда это будет очень удобно. А если вам принесли покушать, его потом сложить и так далее, это вообще целая беда. С этим же малышом вы можете спокойно летать. Очень быстро двумя пальцами, так сказать, доставать из сумки, если в аэропорту вы хотите что-то поделать, поиграть, посмотреть. Это очень удобно. Ко всему прочему, чтобы снаружи он не царапался, я сейчас покажу. В комплекте идет из хорошей кожи вот такая вот сумка, куда я ложу. И это меня просто очень сильно обрадовало, когда я увидел в комплектации. А блок питания 100-ваттный, он Type-C. Вот вы видите сзади Type-C для зарядки. Эта консоль, лаптоп поддерживает быструю зарядку. И вы можете зарядить его очень и очень быстро, с очень относительно маленькой зарядкой. Зарядка немножко больше, чем на любой другой смартфон. Не лаптоп даже, а смартфон. Очень маленькая зарядка. То есть, когда рассказывают про лаптопы, что они весят килограмм или немножко больше, а после этого вытаскивают зарядку, которая весит еще килограмм, тогда я задаюсь вопросом, ну давайте рассказывать тогда вообще лаптоп без внутренностей, сколько он весит. То есть лаптоп должен всегда, по моему мнению, даваться по весу вместе с зарядкой. Если взять мой большой монструозный MSI Titan, он весит сам 3 кило с лишним. А если еще взять зарядку, то он будет и 4 весить. Вот 4 это и будет правдивое высказывание о лаптопе. То есть все производители и все рекламщики рассказывают только о том, сколько весит лаптоп. И никто не рассказывает о том, сколько он весит вместе с зарядкой. Вот тут совершенно точно он будет весить вместе с зарядкой 1 килограмм, может быть, я не знаю, 100 грамм. Если еще приплюсовать длинный Type-C кабель, может быть там 20 грамм больше или меньше. Включение этого. Теперь давайте перейдем от игр, которые я вам немножко покажу позже, о том, как на них играть, как я вам и обещал. Перейдем немножко к самой системе и к тому, какой он есть. Включается этот консоль лаптоп с помощью вот этой вот клавиши. Вот она впереди, вот, которая совмещает в себе также сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев, я вам как пользователь скажу, работает неплохо, но его расположение крайне неудачно. Для того, чтобы включить, чтобы вы поняли, лаптоп, он находится, допустим, на каком-то столе. Вы его включаете и потом должны пальцем вот так вот попасть в этот сканер отпечатков пальцев. Не всегда это выходит. Надо лаптоп немножко приподнять и приложить палец. Тоже, по моему мнению, недоработка со стороны китайских товарищей. Следующее. Конечно же, все, кто рекламирует лаптоп или эту игровую консоль, и которые его не покупали, о котором, ну, будем так говорить, мягко, заплатили за какой-то вот такой обзор, они, конечно же, будут что делать? Они будут рассказывать, что он весь сделан, прямо весь из алюминия. Поверьте мне, это неправда. Вот эта вот крышечка сама сделана из алюминия. Вот здесь вот все сделано из пластика. То есть не надо мне рассказывать,
что здесь вот весь лаптоп сделан из алюминия. Хотя многие гики и гаджетоманы его называют китайским Apple. Сборка у него очень хорошая. То есть все крепкое, ничего не лифтит. Как выражаются, есть такое выражение или тест надо Apple, я даже не буду вам показывать. Это когда одним пальцем надо поднять дисплей, он не проходит. То есть петли достаточно тугие, нормальные, но чтобы они так вот открывались, как у тех же самых MacBook, такого нету. Сразу скажу. Ну ничего, можно открывать и двумя руками, так сказать, его. Что еще порадовало, кстати, в комплектации? В комплектации сразу же шло защитное стекло для самого экрана. Я не наклеил по одной самой причине, потому что оно уже было наклеено, и еще одно шло в запасе. Это очень радует. Если вы хотите посмотреть там где-то распаковки, я не буду уже показывать, и не смогу я показать, то и упаковка сама, и содержание самого очень-очень приятное. Теперь перейдем к некоторым неприятным вещам. Лаптоп у меня, вот этот вот, или консоль, максимальной на данный момент конфигурации. Ко всему прочему, у него есть возможность вставить, видите, одна крышечка и еще одна крышечка. Одна крышка для того, чтобы можно было вставить PCI SSD 4-й генерации. Я поставил туда тут же 2 терабайта. И на данный момент эта малютка у меня имеет 3 терабайта на борту. Видеокарта AMD. Она имеет возможность брать память также из моей оперативки. Оперативку я сразу же заказал, чтобы была 64 DDR5. По этой самой причине он очень шустрый. Просто очень шустрый. Что процессор, что оперативка, что сама видеокарта. Все вместе работает очень шустро и быстро. Но есть и... ложка дегтя в большущей такой бочке меда, который вам тоже никто не расскажет, и мне никто не рассказал, когда я его покупал. До сих пор многие китайские компании, вероятно, не могут оптимизировать свои девайсы, если они хотят, чтобы они работали под официальной Windows системой. Здесь Windows 11 Home Edition Multi-Language. Кстати, будьте очень бдительны, если будете покупать на китайском рынке. Иногда GPD продают девайсы с Single Language. То есть будет стоять только китайский, вы будете мучиться, и вы будете очень мучиться с тем, чтобы потом его сделать, допустим, английским или русским языком. В зависимости от того, что вам удобнее. У меня Multi-Language, Windows установился нормально, без всяких проблем, он здесь официальный, нормальный. То есть компания оплачивает свои деньги Microsoft, Microsoft разрешает в эти девайсы ставить Windows. Но то ли компания что-то не отрегулировала до сих пор, а девайс очень свежий, ему модели всего лишь там, если я не ошибаюсь, 5 месяцев. Относительно свежий. То ли Windows какие-то задачки, но у него не работает нормальный перезапуск девайса. То есть я могу его выключить, подождать минуту и потом включить. И тогда он заработает. Что случается, если я захочу девайс перезапустить? Поверьте, я уже переустанавливал все драйвера в BIOS, я переустанавливал все драйвера на AMD карте, на чипсет, на все, что только возможно, но так баг и не ушел. При перезапуске просто есть кнопка перезапуск, как вы знаете, да, в Windows. При перезапуске именно
уже когда он включился, я вижу только черный темный экран. Я понимаю, что девайс запустился, но ничего не выводит на экран. Это говорит мне о том, что возможно какая-то несостыковка в Windows по поводу видеокарты или конфигурация этого девайса. Выход из положения я нигде, никто мне не подсказывал. Я нашел его методом народным тыка, так сказать. И так пробовал, и конфигурацию питания пробовал, и все что угодно пробовал. Но пришел к решению, что придется смириться с тем, что он работает следующим образом. Он у меня работает. Я его именно выключаю. Ни в сон, ни в гибернацию, никуда он не хочет уходить. Я его выключаю. И потом при надобности включаю. Вот если я делаю такие движения, он работает исключительно хорошо, запускается быстро, работает шустро и без всяких багов. Некоторые люди говорят, я читал на Rabbit, я читал на Zen, читал на других ресурсах. Некоторые люди говорят о том, что этот лаптоп иногда уходит в синий экран, иногда он начинает глючить. Не знаю, может быть у них какие-то версии другие, может быть у них какой-то брак или не брак, но у меня такого нету. Вот единственная вещь, которую я вам сказал, он не хочет слушаться, когда его именно перезапускаешь. Но я с этим смирился, я не захотел, уж сильно его хотел купить, отправлять его назад, а я уже приехал из Китая. И бороться за то, чтобы мне прислали там какое-то решение. Я так думаю, что это решение будет с помощью выпуска какого-нибудь патча для этого лаптопа или для этой игровой консоли. И он будет работать нормально. Но я привык к этому и работает он нормально. Что еще могу сказать о нем? Очень хорошее впечатление от работы батареи самой. Летел на самолете, посмотрел пару-тройку фильмов. Нет, не тройку. 2 блокбастера посмотрел где-то с внешнего диска. Каждый приблизительно по 2 часа, как и блокбастеры. И с хорошим разрешением, с хорошего качества. В это время я слушал звук выводя на свои Bluetooth наушники, чтобы никому не мешать вокруг. После этого так вышло, что я долго очень сидел в аэропорту в Турции. Я его включил и использовал для интернета, не подключал, не заряжал. И эта зараза не разряжается и не разряжается. То есть я там торчал, потом я летел уже дальше к себе домой, и он все равно продолжал работать. Приехал когда домой, мне просто было даже интересно. Я его запустил, и на нем было 35% батареи. То есть батарея просто сама не уходит никуда, работает достаточно экономно. Ну, его тоже нельзя считать худеньким. Вот такой вот он толстячок, будем так говорить. То есть он такой маленький и пухленький. Когда я людям давал его в руки, знаете, бывает, берешь большую вещь, начинаешь поднимать, и она легкая-легкая. То есть ты не ожидаешь как бы. Здесь также берешь этот лаптоп в руки и начинаешь его поднимать, думаешь, нифига себе, какой он тяжелый для его размеров. То есть для его размеров почти килограмм это вес. Значит, батарею туда засунули тоже солидную. Что я могу сказать? Также я могу сказать про него, что девайс он специфичный. Для кого он предназначен? В первую очередь для людей, для гиков. Второе, для людей, которые не хотят иметь большие лаптопы, а хотят вот, видите, он у меня на одной руке висит, я не напрягаясь его держу, который спокойно помещается в любую сумочку, и его быстро вытаскиваешь и начинаешь что-то делать. Люди, конечно, которые хотят
кроме офисных приложений, поиграть в какие-то игры. Игра запустилась, и мы сейчас покажем в настройках, пойдем ниже, покажем, на каких разрешениях она. Все нормально, да, все очень хорошо. Давай назад и покажем, как она играется. Хотел бы спросить, если сравнить с плойкой, в которой ты больше играешь, как ощущения здесь по графике? По графике отличий не чувствую. То есть PlayStation 5 и запускаем здесь, нет никакой... Я не чувствую никакой разницы. Да? График рисунка изумительно. Просто. То есть я вам не хочу рассказывать поэтому о цифрах каких-то, о том, сколько там терафлопсов или что. Я хочу просто вам показать именно реальный экспириенс человека, который играл в эту игру много на PlayStation 5, а сейчас играет на GPD Win 2. И она не чувствует разницы в графике. И поверьте нам, никто за это не проплатил. Мы просто сами показываем, что оно есть. Вот таким образом быстро запускается уже сам файтинг. Как вы сами видите, графика просто изумительная. Нету никаких таких зависаний. Прекрасно. Есть ли какой-нибудь бешеный нагрев самого девайса? Не чувствуешь? Нет. Что очень приятно. Усталость рук? Пока нет. Пока все хорошо. Но в таком положении я всем рекомендую держать. Тогда руки действительно не устают. Реакция самих джойстиков, она достаточно нормальная или есть какие-то задержки? Задержку я не чувствую, да. Все хорошо. Это ощущение, как я играла на плойке. Как держу джойстик на плойке, так и здесь. Да. То есть нет никакой разницы. Если вы видите, прекрасная графика, прекрасно показана игра. Я специально подалась, чтобы показать вот эту вот такая графика, потому что... Поверьте, она действительно специально... А мне она не поддается. Тут я сделала исключение, мой любимый. К сожалению, она проиграла здесь, но это было сделано специально, чтобы вам, дорогие зрители, показать, насколько это интересный девайс и насколько в нем можно играть интересно вот в такие игры. Он помещается даже в дамскую сумочку причем. Да. И как я вам показывал ранее, вы его прекращаете, когда играете, ложите на стол, смотрите почту, работаете в Excel, работаете в Word. Все это получается точно так же, как на мощных лаптопах. Разница только в том, что здесь меньше экрана. Но это как раз для тех людей, которые ценят мобильность и только мобильность. И которые не хотят в маленькие путешествия брать большие свои лаптопы, как, допустим, я. А в данном случае не надо брать с собой плойку. Я очень переживала за это. Вот таким образом мы хотим завершить такой первый короткий обзор нашего такого вот девайса, который можно применять и для работы, и для игр. Спасибо большое за то, что помогли с играми, потому что я мог сказать только, как больше играю на компьютерах. И это было бы, наверное, не очень честно. Оксана играет больше на PlayStation 5, и она смогла сравнить. А вы знаете, PlayStation 5 очень хорошая графика, и она могла сравнить этот компьютер даже с PlayStation 5 на примере игры Mortal Kombat. Отличия были только в том, что она играла на более маленьком экране, и все. А графика и все остальное было прекрасно. Еще раз повторюсь, девайс не для всех, девайс для гиков, для тех, кто готов немножко покопаться в настройках, для тех,
ценят мобильность, и для тех, которые ценят Хорошие игры. хорошие игры и вот такие хорошие интересные девайсы. Поэтому Китай прямо вырывается вперед, и я лично рекомендую эту компанию как для тех, которые любят играть в мобильные игры. Все, всего доброго, До встречи. встреч.